HTML – одна из трех базовых технологий, при помощи которой создаются веб-сайты, а точнее их пользовательская часть, отображаемая в браузере. Двумя другими базовыми технологиями являются каскадные листы стилей, а также JavaScript. Язык гипертекстовой разметки HTML – это первое, что необходимо изучить будущему веб-разработчику, потому что именно он создает каркас веб-страниц и приложений, на который далее навешиваются стили и функциональные возможности. В данном курсе рассматриваются все основные теги, при помощи которых создаются элементы веб-страниц. Набирать HTML-код мы будем не в обычном текстовом редакторе, а в специализированном, и при работе с браузером мы познакомимся с его инструментами, которые также специально созданы для веб-разработчиков. В данном курсе по HTML мы практически не будем касаться двух других базовых технологий создания пользовательской части веб-сайтов и приложений. Конечно, в будущем, если вы хотите стать профессиональным веб-разработчиком, придется изучить и эти технологии. Прохождение курса не требует от вас никаких вводных знаний. Если вы абсолютный новичок в веб-разработке, просмотр уроков рекомендую выполнять в порядке исследования. Каждому уроку есть домашнее задание, и его выполнение – залог успешного усвоения темы. Обязательно сравните результат. Если он отличается, то скорее всего вы где-то допустили ошибку. Неверное написание тегов, пропуск отдельных букв, незакрытые кавычки и скобки – вот наиболее частые ошибки. Что делать, если набранный вами HTML-код явно отображается не так, как должен? Можно поискать решение проблемы в сети интернет. Еще одна возможность – оставить комментарий под соответствующим видео с описанием проблемы, с которой вы столкнулись. Лишь самостоятельное повторение кода и решение задач домашнего задания сформируют необходимые практические навыки. Кроме того, нужно иметь в виду, что веб-разработка – это не математика, где зачастую правильное решение только одно. Решить одну и ту же задачу можно разными способами при помощи разных тегов и различной организационной структуры кода. Перед тем, как непосредственно перейти к изучению HTML, давайте настроим среду разработки. Под этим термином понимается комплекс программных средств, используемый программистами, в том числе и веб-разработчиками, для разработки программного обеспечения. В качестве редактора кода в данном курсе будет использоваться Visual Studio Code, или просто VS Code. Это полностью бесплатный программный продукт от Microsoft, который можно скачать с официального сайта для всех основных платформ Windows, Linux и Mac. С основными возможностями редактора в плане работы с HTML мы будем постепенно знакомиться в данном курсе. Хотя VS Code уже со старта содержит ряд расширений, включая самый важный для написания HTML-кода плагин Emmet, мы установим еще несколько. И первое расширение, которое мы установим дополнительно к базовому набору – Live Server. Наберем его название в поиске расширений. Первым результатом будет как раз необходимый нам плагин. Без этого плагина нам приходилось бы каждый раз обновлять страницу вручную. Для установки плагина необходимо нажать на кнопку Install. Установка некоторых других полезных плагинов описана в домашнем задании к уроку. Альтернативой VS Code является Sublime Text. Условно-бесплатный текстовый редактор, используемый многими веб-разработчиками. Если не приобрести лицензию на данный редактор, то при сохранении файлов периодически будет всплывать модальное окно, которое будет напоминать, что программа не зарегистрирована и для ее использования необходимо купить лицензию. Есть еще и платные альтернативы. Самая известная из них – WebStorm. Но это очень крутой и недешевый продукт. На этапе обучения тратить деньги на приобретение редактора кода, на мой взгляд, совершенно не стоит. В качестве рабочего веб-браузера в данном курсе будет использоваться Google Chrome, благодаря своей продвинутости, в том числе и в плане веб-разработки. В браузер встроена специальная панель «Инструменты разработчика» DevTools, которая намного упрощает разработку и тестирование веб-страниц и приложений. В качестве альтернативы можно использовать браузер Mozilla Firefox. Другие браузеры, вроде Microsoft Edge или Safari, рекомендуется использовать для тестирования, но не для веб-разработки. Домашним заданием к вводной части курса будет настройка среды разработки. И первое, что вам необходимо сделать, скачать с официального сайта и установить себе на компьютер редактор кода Visual Studio Code. После этого запустите VS Code и установите следующие расширения. Live Server – плагин, который позволяет автоматически обновлять страницу в браузере при внесении каких-либо правок в соответствующий HTML-файл. VS Code Icons – плагин, который заменяет стандартные иконки файлов во вкладке обозревателя на более привлекательные. Highlight Matching Tag – плагин, который выделяет подчеркиванием открывающиеся и закрывающиеся теги. Также скачайте и установите браузер Google Chrome, если он еще не установлен в вашей системе.